Продолжаем нашу работу. Если вы внимательно посмотрели предыдущие ролики и мало того, что посмотрели, а взяли и попробовали все то, что мы там делали, то я полагаю так, что на сегодняшний день мы готовы к тому, чтобы сделать модель архитектурного памятника. Всех наших знаний вполне достаточно. То, что мы знаем на сегодняшний день. И в качестве такой модели, которую мы будем делать, она займет у нас несколько, наверное, часов, то есть 4-5 занятий подряд мы будем ее делать. Выбрал я памятник архитектуры, это вокзал станции Поречье. Вокзал. Вот вы его видите здесь на этом снимке. Этот вокзал интересен тем, что он является архитектурным памятником, и это вокзал на Варшавско-Петербургской железной дороге. Это первая дорога, которая проходила по территории Беларуси. И автоматически получается, что это первый вокзал, который появился на территории Беларуси, как на железной дороге. Поречье плюс еще Гродно вокзал. Значит, это у нас есть такой архитектурный памятник. Значит, моделировать мы будем по фотографиям. Значит, я поискал фотографии, и нашел современные фотографии и плюс фотографии, которые были сделаны там 10-15 лет раньше. То есть вот эта фотография одна из тех, которые сделаны были раньше. На этой фотографии, видите, здесь она выполнена до реконструкции, и здесь у нас крыша еще черепичная, дымовые трубы. После реконструкции все точно так же, за исключением крыша с металлопрофиля теперь, и трубы там тоже такие, не очень вписываются, в эту архитектуру. Поэтому за основу я решил взять именно эту фотографию, где сам вокзал выглядит наиболее аутентично, так как он выглядел раньше, изначально, с самого начала. Есть разные способы создания 3D моделей по фотографии. Один из способов предполагает создание таких осей по самой фотографии с учетом перспективы. Об этом способе мы будем говорить попозже, уже в другой раз. И рекомендуют им пользоваться, но лично я предпочитаю пользоваться другим способом, таким, о котором мы будем говорить с вами сегодня, так как сегодня. То есть рассчитывать я предпочитаю, рассчитывать и получать по расчетам уже то, что необходимо. Так, мне кажется, будет более точно. Значит, эту фотографию я загрузил, подвинул ее, поставил ее вертикально и увеличил ее. То есть я ее что сделал? Выделил, нажал кнопочку S и масштабировал. Я ее могу масштабировать. Я ее уже масштабировал до нужного размера. Масштабировал ее так, чтобы получился у меня размер. Вот я взял вот это окошечко, которое стоит на углу ближнем к нам, и здесь размеры тут в этом месте будут соответствовать реальным. Очевидно, что, видите, вот здесь размер окошка такой, а вот там это же такое же окошко по размеру, оно совсем другое, намного меньше, чуть ли не в 2 раза. Потому что фотография сделана не перпендикулярно к зданию, а под углом, как любят делать фотографы, чтобы было красиво. Но для наших целей, видите, это здесь не позволяет размеры снимать прямо с фотографии. Поэтому мы размеры можем снять вот тут, в этом месте. А дальше, с учетом того, что здание разбито на участки, например, промежутки между окнами, они одинаковые. Вот эти промежутки, здесь промежуток до проема, от проема до проема, и везде они одинаковые. Нам ничто не мешает построить сетку осей, которые бы шли от угла до угла здания, так как оно есть на самом деле. Значит, я предположил, что ширина вот этого окошка будет составлять у меня, сейчас померим, сколько она получилась. Вот здесь у меня получилось
1200 миллиметров. Вы можете сказать, что может быть она на самом деле какое-то другое, да? Ну, вполне возможно, да. Вот вы видите, промежуток у меня получился 1800 миллиметров между окошками. Вполне даже очень может быть. Но для нас важно то, чтобы мы модель построили пропорционально. То есть, чтобы мы рассчитали и построили пропорции такие, как здесь есть. А если мы потом узнаем, что ширина вот этого окошка там не 1200, а 1800 миллиметров, мы всю модель сделаем из нее компонент и точно так же нажмем клавишу S и масштабируем ее до размера 1800. То есть это ничего не меняет. Понимаете, вот в этом вся соль и заключается. Как я эту фотографию сюда поставил? Значит, я поставил так: файл, импорт, и я выберу вот еще одну фотографию, которая нам детали более покажет. Выбрал фотографию, нажал открыть, и вот она у меня здесь и появилась, эта фотография. Может быть так случится, что я ведь ее поставил прямо на эту сверху. Может быть так случится, что когда мы фотографию загружаем, она никак не хочет стать в нужном положении. Тогда можно сделать так: нарисовать прямоугольничек. И теперь, смотрите, ставить фотографию, импорт. Опять выберем мы, давайте посмотрим вот эту фотографию, открыть. И видите, она никак не хочет стать вертикально. А я ее поставлю на прямоугольник. И все. А теперь этот прямоугольник мне не нужен. И я его спокойно сотру. А фотография останется стоять так, как нам нужно. Я эту фотографию тоже перенесу. Ну и поставим ее вот здесь, пусть стоит. Рядышком, наверное, пусть стоит. Когда мы дойдем до центральной части, то мы уже сможем подробнее центральную часть посмотреть вот здесь. Да, посмотреть вот здесь. Я ее расширю. И расширить, ну, пока нет необходимости больше с ней ничего делать. Пока нет нужды. Ну, а потом, когда мы будем делать центральную часть, то подробнее мы детали будем смотреть вот здесь, именно как они сделаны, эти детали. Теперь следующий этап, что нам нужно сделать. Вот видите, где она стоит, далековато, да? Давайте ее перенесем так, чтобы она стояла вот тут рядышком где-то. Вот так, да, чтобы они стояли рядышком. Вот. Ну, а это нам вообще, наверное, ну пусть будет, да, не мешает. Теперь нам надо разобраться с конструкцией здания. С конструкцией здания и расчертить оси. Значит, я специально фотографию подвинул вниз относительно оси. Ну, так, чтобы вот здесь, видите, стена идет, и вот линия горизонтальная, чтобы она попала на этот угол. Здесь идет у нас, вот посмотрите, такой цоколь и далее сплошная стена. Далее сплошная стена. Ну, цоколь, я полагаю, выступает на 50 миллиметров от стены, а далее будет сама стена. Поэтому, значит, сначала мы проведем ось. Ось я проведу так, чтобы она шла вот здесь по краешку здания. По краешку здания. И отмерю отсюда эту ось. Да, проведу. И проведу, вот ее поставлю здесь, где краешек здания у меня. Вот. Теперь дальше отмерим расстояние от этой оси до оконного проема. Вот это расстояние у меня здесь получается 1500, нет, меньше, 1400 миллиметров. Поскольку здесь идет накладка под углом, да, то это будет 1400 миллиметров. Значит, проведу вторую ось от нее, скопирую вот сюда. И проведу дальше по красной оси 1400 миллиметров.
Ну, то есть у меня получается так, угол здания, потом 1400 миллиметров. Теперь я проведу ось там, где наше окошко. И давайте вот мы его здесь попытаемся хорошо вымерить, да, сколько это окошко получается. Ну вот смотрите, можем еще увеличить, вплоть так, чтобы были видны пиксели, да. Вот у наше окошко, и ширина его, ну как ни крути, получается 1200 миллиметров, да. 1200 миллиметров. Да, 1200. И потом промежуток между проемами 1900. Да, 1900, ну, чуть больше, чем 1900. 1900 миллиметров ровно. Значит, я так дальше откладываю 1200, потом 1900, потом опять 1200 и так далее. Значит, здесь откладываю 1000, у нас 400, 1200. Потом откладываю 1900. Потом откладываю опять 1200, потом 1900 и так дальше, да, 1200, дальше 1900, 1200, промежуток. Надо следить, чтобы только было по красной оси. 900. Вот так. 1200. Затем 1900. Главное, чтобы попал по красной оси. 1200. Так, 1900. 1200. 1900. 1900. Так, 1200 и 1900. Возможно, это последний будет промежуток. Ну, 1200, допустим. Мы когда построим, то посмотрим, да. Лишнее уберем. Так, теперь нам надо построить ось стены. Ну, где наша стена будет располагаться? Вот здесь, допустим, поставим. Поставим стену здесь и проведем линию. И видите, линия должна попасть у нас на пересечение оси. А теперь посмотрим, в чем тут проблема, почему не хочет. Все вроде бы красиво. Еще раз. Вот, есть, попала. И дальше проведем ее. Сколько там получается. Так, дальше. Толщину стенки мы сделаем 550.
с учетом того, что 50 миллиметров вот этот цоколь. 550. И проведем ее тоже, да, туда, по оси, по той же оси. Провели. Ну, здесь мы ее возьмем, закончим. То есть нам надо по зеленой оси, а это лишнее все постираем, да, все, теперь это нам не нужно. Ну, а теперь давайте возвращаемся, да. Вот такая у нас стена получилась. Вот она. Это проекция стены нашей получилась на плоскость. Ну, а теперь давайте ее вытянем на высоту нашего цоколя. Высота цоколя. Значит, высота у нас должна быть... Давайте ее измерим, да. Вот она отсюда и до этого момента. Получается 340 миллиметров, да? 340. Ну, или 360, 350. Давайте мы возьмем ее 350 и вытянем ее вверх. 350 миллиметров. Так, а теперь мы на этой стене отметим отступ. Вот этот отступ здесь у нас 50 миллиметров. И теперь нарисуем линию, которая будет идти вот отсюда и до противоположного конца стены. Эта линия параллельно будет идти. Вот она, только надо внимательно, чтобы она попала туда, куда нам нужно. Вот сюда. Так, ну и теперь эту стенку мы можем с вами поднять. И поднять на высоту, которая нам необходима. А какая же это высота, которая нам необходима? Тоже нужно померить. Значит, мы померим. Так, значит, я полагаю, что мы поднимем. Вот давайте подумаем внимательно конструкцию здания. Значит, мы поднимем ее вот сюда, до этой точки. Вот до этого момента. А потом сверху этот карниз запустим, да, его отдельно. Запустим. Я полагаю, судя по фотографии, что вот плоскость этой стены, ну, этой, все они на одной плоскости лежат. Здесь имеются такие декоративные колонны, которые выступают. Здесь такая колонна, ну и здесь такие же колонны имеются, тоже, которые так выступают. Тоже выступают. Ну, а сама вот плоскость это и это должны быть одинаковые. По идее так. Все вот это декоративные здесь элементы, они выступают на поверхности стены. Хорошо, значит, мы измеряем от этого момента вот до этой точки. Эта точка у нас получается 4600. Вытянем на такую высоту. 4600. Вот. Вытянули. И теперь давайте опять разметим местоположение окон. Самое главное, что мы должны сейчас сделать, четко проделать окна и определиться с длиной вот всей этой стены, чтобы она была ровно столько, сколько нужно. Ну, у нас линии горизонтальные, которые разделяют окна, проведены. Поэтому мы окна будем делать вот таким вот образом. Так, и... Видите, не совсем хорошо. Нам мешает вот этот выступ, да. Мы, если сделаем так, то наша ось нарисуется, вот смотрите, она нарисуется здесь, а окно нам надо здесь. То есть вот эта часть нам пока мешает. Ну, мы ее задвинем назад, и теперь мы сможем спокойно размечать вот таким вот образом. Вот, смотрите, раз, точка, два, точка, и так далее. Вот точка.
Так, ну пока хватит, да? Пока этих точек хватит. Я смотрю, как у нас тут лежат оси. Ну, лежат. Как и должны лежать. Так, теперь мы это разметили дальше. Нам нужно разметить низ проема. Низ проема будет у нас лежать на высоте. Здесь подоконник, а сам проем вот он. Ну, 800. Стандартный вообще размер 800 миллиметров, да? 800. Низ проема отмечаем. Вот это снизу вверх 800 миллиметров. Теперь само окно. Окно состоит из двух частей. Вот мы до сюда проем, а потом вот здесь идет 1800. Это идет такая часть прямолинейная. А дальше от этой прямолинейной вверх вот сюда идет. Ну, это можно отсюда померить. Идет дуга, и 500 миллиметров получается. И дуга получается 500. С радиус высота 500. Поэтому мы отметим так. Отсюда 1800 и потом еще 500. 500. Вот так должно получаться. А еще раз давайте померим. Здесь снизу до конца. Ну, получается вот здесь. Вот проем здесь заканчивается. 800 миллиметров. 800. Хорошо. Теперь давайте прорежем окошко и посмотрим, как оно получается. Значит, мы должны прорезать его так. Вот так. Изображаем. А здесь берем дугу. Ставим дугу. Вот так. И теперь выдавливаем. И вот у нас получился проем. Да, вот первый проем. Первый проем. Ну, дальше у нас очень простая работа. Мы делаем то же самое, да. Второе окошко. Опять же делаем проем. Выдавливаем на 500 миллиметров. Опять же расчерчиваем окошко. Проем. Вот. И дальше точно так же, да, разбиваем. Всего тут у нас должно получиться вот до сюда. У нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6 окошек. Ну, давайте таких 6 окошек мы с вами сделаем. Чтобы у нас было 6 окошек. Так, 3 у нас есть, и еще 3 добавим. Наверное, проще сначала размечать, а потом их делать. Так, а потом выдавливать. То есть проще все разметить, а потом выдавливать. Вот, видите, так удобнее. Вот такие получились окошки. Ну, наверное, я внимание вашего задерживать не буду, да, поскольку дальше пока что ничего нового нет. Я
советую, ну, вам, если вы желаете, тоже попробовать начать эту делать модель и делать так, как делаю я. Я доделаю все окошки внизу, которые необходимы, но при этом здесь, ну, все полностью, да, окошки. Единственное, то, где двери, то там они будут прорезаться донизу. А потом в следующий раз уже мы начнем со стены, которая у нас здесь будет с окошками, и будем дальше с этой стеной работать. Пока на сегодня все.